Зимний жук, положу тебя на лед. Тик-так, не сбежишь с него никак. Всем привет! Вы на канале Спойлер, и сегодня я расскажу вам про фильм «Игра Ганнибала». И все они дрожат. Холодной ночью одинокая полураздетая девушка бежит через заснеженный лес, спасаясь от преследования. Она оглядывается в ужасе, выбивается из сил, но все же выбирается на дорогу. Видя темный силуэт преследователя, она понимает, что бежать дальше невозможно, и предпочитает броситься с моста, падая на крышу проезжающего грузовика. Детектив Маршал приезжает за дочерью, чтобы провести с ней время, и оказывается свидетелем ссоры между ней и женой. Показать тебе фотки, которые твоя дочь выкладывает? Оказывается, дочь постила в социальных сетях не слишком подходящие фотографии. Это тема для серьезного разговора. Детектив беспокоится за дочь и напоминает, что она не должна общаться с теми, кого не знает. Тебя приманивали, Они меня просто достали. и ты попалась. В это время в дешевой кафешке при мотеле мужчина беседует с явно несовершеннолетней девушкой, рассчитывая на приятное времяпрепровождение. Секси. Правда? Нет, дебил. Однако в номере его ожидает сюрприз. Обнаружено тело девушки, бросившейся с моста. Детектив Маршал замечает на ее запястьях следы оков. Коллега рассказывает, что им удалось узнать, что помимо следов связывания, девушке давали витаминные добавки и противозачаточные. Но что хуже всего, ее барабанные перепонки были повреждены странным способом. Череп не был задет. Эксперты думают, это какой-то прибор под давлением. Приходя в себя, педофил понимает, что произошло нечто ужасное. Мужчина, ударивший его по голове, сообщает, что он понес наказание за свои преступления. Пройду лечение. О, тебе это уже не нужно. Ему были удалены тестикулы, а также строго рекомендовано употреблять таблетки для подавления тестостерона в будущем. Подписывая чек, чтобы его жертвы получили компенсацию, мужчина вынужден согласиться с требованиями. Скажи, все ли тебе понятно? Иначе его конфиденциальные фото будут разосланы всем, кого он знает. Один из привычных вечеров заканчивается ничем. Мне скучно, я хочу домой, забери меня. Девушка-приманка Лара звонит напарнику, чтобы тот приехал за ней. Вы бы не сутулились так, у вас отпадные титьки, покажите их. Выходя из кафе, она попадает в свет фар авто и решает, что приехали за ней. В это же время охотник на педофилов Купер заходит в кафе. Она уже ушла. И ему сообщают, что девушка уже ушла. Он сразу же проверяет ее местоположение и начинает преследование, выжимая из машины все, на что она способна. Внезапно случается столкновение. И владелец машины навязывает ему свою помощь, привлекая внимание полицейских. В результате погоню приходится прервать, время уже упущено. Выйдите из машины! В отделении оказывается, что Купер был хорошим судьей. Он подал в отставку после того, как нашел всю свою семью убитой. Он недоволен тем, что ему задают много вопросов относительно его оборудования и методов, вместо того, чтобы искать Лару. Детектив Маршал вмешивается в процесс допроса, перехватывая инициативу. Он тоже считает, что поиски Лары в приоритете. Задействовав дроны, полицейские определяют точное местоположение девушки. Группа захвата приближается к дрону, и детектив Маршал проникает в него первым. Медленно продвигаясь вглубь дома, он прислушивается к малейшему шороху и в определенный момент улавливает звук музыки. В подвале детектив обнаруживает нечто очень похожее на тюрьму. В одной из импровизированных камер даже есть пленница, но это не Лара. Детектив продолжает поиски, и свет его фонарика выхватывает в проеме двери владельца этого жуткого места. Детектив Маршал нейтрализует его и находит пропавшую девушку. Маньяка зовут Саймон, и он проявляет все признаки шизофрении. Профайлер Рэйчел пытается вывести его на разговор, но все, чего ей удается добиться, отказ от адвоката. Слишком там комфортно. Увидев насос, которым он разрушал барабанные перепонки, Саймон впадает в ужас. Насос явно пугает его, как и детектив Маршал. Ты слышишь? Рэйчел понимает, что Саймон ее не слышит. Ты не слышишь меня, не так ли? Пожалуйста, отправьте меня домой.
Профайлер признается, что не может раскусить его, подозревая детское дезинтегративное расстройство. Детектив говорит ей, что в доме найдено очень много неустановленных ДНК, а это значит, что они обязаны разобраться, как именно Саймон провернул свои ужасные преступления. Останься, пока я не усну. Пока Маршал проводит время со своей дочерью, в дом Саймона неожиданно подается смертоносный газ, убивающий полицейских. Обвинения в убийстве пугают Саймона. И хоть Рэйчел и пытается его успокоить, добиться от него ничего не удается, кроме сбивчивого рассказа о том, что все это чья-то игра. Прямой репортаж из Миннесоты, KL News. В доме Саймона были найдены крупные суммы денег, и Рэйчел пытается выяснить, откуда они. Саймон отвечает, что деньги ему приносит Санта-Клаус. Попытки вывести его на разговор проваливаются. Комиссар сообщает, что он будет доставлен в суд. Рэйчел возражает, что ей необходимо больше времени, так как в Саймоне заперто множество личностей, одна из которых принадлежит Ганнибалу Лектеру. Она не знает, сколько их всего. Маршал придерживается мнения, что Саймон водит их за нос. Он не верит, что нестабильный психический человек мог совершать преступления так долго и ни разу не попасться. Взрывается автомобиль одного из сотрудников. Маршал посещает камеру Саймона и проводит собственный эксперимент. Он кладет на стол заряженный пистолет, но тот отказывается его брать. Детектив убежден, что Саймону помогают. Выясняется, что мать Саймона была похищена, изнасилована и брошена в озеро, но выжила и родила Саймона, а спустя много лет покончила с собой. Детектив едет на текстильную фабрику, где она работала. В это время Рэйчел изучает ее предсмертную записку, которая говорит о том, что мать Саймона определенно находилась в тяжелом психологическом состоянии и вряд ли относилась к ребенку с должным вниманием. На фабрике за детективом явно кто-то следит. Выходя из здания, он обнаруживает теннисный мячик на капоте своего авто. Встречаясь с Купером в библиотеке, детектив намерен обсудить происходящее. По какой причине ваши люди гибнут? Бывший судья согласен с тем, что у Саймона есть друзья снаружи. Во время их разговора Рэйчел с коллегой посещают дом Купера, чтобы при помощи его оборудования взломать виртуальный диск Саймона и узнать, с кем он общается. Сломали его сервер, он переписывался. В участке Рэйчел сообщает, что Саймон переписывался с неким охотником. Оказывается, что материал бомбы – недешевый армейский вариант. Рэйчел делает предположение, что Санта платит не Саймону, а изготовителю бомб. Начинается поиск военных, связанных со взрывчаткой и отстраненных от службы. В живых остался только один, и к нему тут же выезжает команда захвата. При захвате тот оказывает вооруженное сопротивление. Детективу удается подобраться к преступнику. Информация о том, для кого он продавал взрывчатку и глушилку для телефонов, а также другое оборудование, приводит к самоубийству преступника. Рэйчел принимает решение спровоцировать Саймона. Она оделась пособлазнительнее и даже снимает с него наручники. Они снова возвращаются к разговору о матери. Но на заверение, что мать защищала Саймона, Рэйчел отвечает агрессивным убеждением, что это не так. Она заставляет его почувствовать себя униженным, стремясь вызвать появление других личностей. И даже дает ему пощечину. Я хочу говорить с другим Саймоном! Хочу говорить с мужчиной! Но в результате добивается лишь того, что взбешенный Саймон бросается на нее и пытается задушить. Вернувшись домой, один из полицейских обнаруживает свою молодую жену мертвой, а в детской лишь запись детского плача вместо новорожденной дочери. В то же время Рэйчел получает коробку с документами, которую ей якобы спустили сверху. В ней содержится странная записка с загадкой, которая странным образом перекликается с параноидальными идеями Саймона. Рэйчел командует всем покинуть помещение. Полицейский, вынужденный выполнять требования похитителя, проникает в управление, пока царит всеобщая паника. Он приносит Саймону вещи патрульного и помогает ему выбраться, усаживая в свою машину. Детектив Маршал уверен, что все это лишь уловка, потому что Саймон не стал бы себя взрывать, иначе игра кончится. Доказывая свою правоту, он врывается в камеру и обнаруживает ее пустой. В
В то же время Саймон покидает машину вызволившего его полицейского и совершает успешный побег. Дочь полицейского обнаруживают в коробке, где предположительно должна была располагаться бомба. Она жива. Эта ситуация заставляет маршала приехать к собственной дочери, чтобы наконец поделиться с ней собственными чувствами. Что с ее появлением каждое дело стало для него слишком личным, а допускать этого никак нельзя. Преступники живут во тьме, а она стала для него ослепляющим светом, который мешал ему работать. Страх потери будет сопровождать его всю жизнь. Он отправляет дочь и супругу в безопасное место, запрещая им пользоваться техникой. Рэйчел замечает, что мать Саймона была склонна к суициду, а значит, можно найти ее дело, которое осталось у психологов или в записях службы доверия. Вместе с детективом они изучают архив клиники и находят записи сеансов. На одной из них внезапно заходит речь об отце ребенка, на деньги которого мать покупала детские вещи. Выясняется, что она оставила ребенка только потому, что отец обещал их не трогать. Найти имя отца нигде не удается, но есть зацепка. Необходимо определить владельца здания текстильной компании, где работала мать Саймона. В процессе поисков выясняется, что владелец здания был недавно замечен в ДТП, которое помешало Куперу преследовать похитителя Лары. Спецназ идет на штурм школы, где проживает отец Саймона. В одной из комнат обнаруживается сам Саймон, заколовший своего отца. Он в истерике и требует только своего плюшевого мишку. Саймон утверждает, что отец не оставлял его в покое. В момент, когда детектив заковывает его в наручники, даже ему этого гребаного медведя. личность Саймона внезапно меняется. Преступник говорит, что жертв, о которых они еще и не знают, очень много, и требует мишку, чтобы рассказать о своих преступлениях. Рэйчел соглашается на обмен. В допросной она показывает ему фото пропавших девушек, и Саймон указывает тех, кто погиб от его руки. В это же время Купер выясняет, что Лара снова пропала, а отследить ее местоположение не представляется возможным. Купер! Найдите мою девочку невредимой. Саймон выдвигает новое требование. Он скажет, где Лара, если ему дадут извиниться перед семьями жертв, которые собрались под окнами управления. Полицейские не могут рисковать жизнью девушки. Преступника выводят к толпе, где расположился и Купер. Прошу, тише! Вместо обещанных извинений преступник оскорбляет и полицию, и семьи жертв. Теперь его надо срочно увезти, пока его не линчевали. Рэйчел настаивает, что должна ехать с ним, так как детектива Маршала он боится и говорить с ним не станет. Купер следует за машиной с Саймоном. Рэйчел пытается добиться информации о местонахождении Лары, но Саймон внезапно задает ей личный вопрос, показывая странную осведомленность. В отделении детектив Маршал бросает взгляд на записи камер допросной и замечает несоответствие. Сравнивая увеличенное изображение, он понимает, что преступников двое. Куперу удается догнать автомобиль. Он устраивает ДТП, чтобы добраться до Саймона. Избивая его в попытках получить ответы, он не замечает, как со спины к нему приближается еще один преступник. Звучит выстрел. Купер ранен. Приходя в себя, Рэйчел видит, что стрелявший в форме патрульного – это и есть настоящий Саймон. Его брат-близнец добивает Купера, пока Саймон вытаскивает Рэйчел из машины. Черт! Детектив Маршал убежден, что братья поменялись местами в школе. Теперь полицейским необходимо разгадать загадку про зимнего жука, которая звучала неоднократно из уст безумца в допросной и присутствовала в записке. Оказывается, что зимний жук – это жертвенное животное, которое топят или поджигают. Просматривая запись психологического сеанса матери Саймона еще раз, детектив Купер понимает, как его найти. Следящее око не метафора. В его любимом мишке обнаруживается устройство слежения, и теперь полицейские могут узнать их местоположение. Когда найдешь их, убей обоих. Лара и Рэйчел обернуты в пакеты и облиты бензином.
Саймон вытаскивает их тела на тонкий лед озера, под которым сам едва не проваливается. Вместе с братом они затеяли страшную игру. Поджигая теннисные шары, они бросают их в сторону девушек. Едва мяч коснется пакета, он загорится. Долгое время они не могут попасть, но внезапно один из шаров попадает в Рэйчел, и ее пакет начинает гореть. Ларри удается выбраться из своего заточения, и она осторожно ползет в сторону Рэйчел по тонкому льду. В этот же момент братья замечают полицейские машины и скрываются в лесу. Детектив Маршалл вынужден ждать на берегу, пока девушки сами доползут до него. С трудом девушки добираются до берега. Цела? Рэйчел отказывается ожидать возвращения детектива. Маршаллу ничего не остается, кроме как дать ей оружие и разрешить преследовать преступников. Детектив медленно продвигается по лесу, освещая путь фонарем. Рэйчел следует его примеру, двигаясь в своем направлении. Одному из братьев удается оглушить полицейского и завладеть оружием. Увидев силуэт полицейского, он стреляет и убивает его. Детектив продолжает двигаться по лесу без фонарика. Внезапно из темноты на Рэйчел набрасывается близнец Саймона. Детектив тем временем настигает Саймона. Между его близнецом и Рэйчел возникает жестокое состязание воли, в ходе которого близнец Саймона едва не убивает ее. Его прерывает лишь крик брата, которого детектив вывел в центр озера. Близнец Саймона требует отпустить брата, в противном случае он убьет Рэйчел. Маршалл делает вид, что не слышит его, вынуждая близнеца продвигаться вперед по озеру. Лед под ногами Рэйчел трескается, но близнец заставляет ее продолжать путь. Маршалл доверительно спрашивает, любит ли Саймон своего брата. Теперь он может подойти и обнять его. Иди, обними его. Саймон доверчиво бросается к близнецу, и тот стреляет в детектива. Братья оказываются слишком близко на тонком льду, и он проваливается под ними. Они пытаются выбраться, но мешают друг другу, и в результате всего лишь усугубляют свое положение, погружаясь все глубже в ледяную воду. Очередная встреча с дочерью становится обещанием лучшей жизни. Соглашаясь покататься с ней на коньках, детектив знакомит дочь с Рэйчел. Дочь принимает выбор отца. И вместе они отправляются в путь, оставляя прошлое позади. Друзья, с вами был канал Спойлер. Спасибо за просмотр. Подписывайся и будь в курсе.